У вас там жарко? Ой, у нас жара, да, сегодня жарко, ну, более-менее. Не плавится, по крайней мере, воздух, потому что до этого вообще прям плавилось все. Вот мы рассказываем для тех, кто вообще ничего не знает. Здравствуйте, меня зовут Надежда. Вот, я автор нашумевшего ролика, не так давно вышедшего. Сначала в Телеграм-канале у девушки Татьяны, вот, но потом просто, который вирусно заполонил весь интернет, в том числе и на Ютубе появился. Вот, тогда у меня еще не было своего канала. Сейчас после этого видео появился свой канал. Вот. Надежда Солнечная. Да, Надежда Солнечный канал. Ну, в принципе, я в Телеграме так уже давно такой никнейм. Видео Расскажи, пожалуйста, а сколько тебе лет? у женщин не очень прилично такие вопросы спрашивают, но я отвечу, мне 30. Тебе 30 лет, да? А у тебя вот Да, то, что вот ты этот мир воспринимаешь как-то не так, как обычные люди, это у тебя с детства проявлялось? да, да, с детства. Я, ну, в детстве я не знаю, как я была обычным, необычным ребенком. Вот, ну, я маме там в детстве рассказывала про свои прошлые жизни какие-то. Прям все помнила? Ну, не прям все помнила, но я ей рассказывала. Вот, я этого не помню, она помнит, она мне рассказывала. Вот, что я ей рассказывала. Потом бабушка мне рассказывала, где там в 5 лет деда лечила, ее лечила. Вот. Наложением рук? Что? А ты руки накладывала на дедушку, вот когда лечила? Ну, я ему как типа массажи делала. Вот. Ну, что там ребенок, какой массаж, конечно. Ну да, можно сказать, руками. Он после этого сразу засыпал. То есть ему легче становилось. Реально. Головную боль снимала так. Ну, вот я помню, как я ему массаж делала, но я не помню, чтобы как бы я это делала. Ну, как я вкладывала то, что я ему делаю массаж, что я его лечу, да. Но вот я это делала неосознанно, а скорее как-то на уровне подсознания или чего-то. То есть для меня это не было чем-то таким прям из ряда вон выходящих. Также я помню, что я и сущностей разных, то есть в детстве видела. Я прямо помню, один момент такой был у меня в жизни. Мне, наверное, лет 5 было. Я, получается, проснулась и еще даже не открыла глаза, то есть не нахождение вот было между сном и явью, когда ты находишься в таком пограничном состоянии. И я прямо видела, как меня кто-то смотрит. Я так испугалась. То есть я прям четко знала, что на меня вот чьи-то глаза смотрят. Это вот такой вот, ну, очень яркий какой-то образ, который до сих пор вот я могу вспомнить, воспроизвести в деталях. Вот. Что еще рассказать? А вот Как бы смотри, энергия. у меня сегодня эфир был с Мендером. Алексеем. Угу. Да, Алексеем, ты с ним знакома. Вот как ты относишься к вот этой тайной космической программе? На твой взгляд, это все реально или это фантазии? Ну, как сказать, я сама в этом не участвовала, и хорошо, и, Мгм. как Повезло, да? говорится, отвели, да, повезло, да. Вот, поэтому ничего не могу сказать. Участником тех событий не была, но зная то, что здесь сейчас происходит, и вообще, как бы, последнее вот время, особенно у меня, как бы я все вижу, начинаю видеть те грани, да, нашего мира, которые я до этого не видела раньше, я уже ничему не удивляюсь. И, допустим, с тем учетом, что там происходит на Антарктиде, Мгм. вот, то есть, да, это имеет место быть. Там действительно находится и в океане, прям под Антарктидой, да, то есть, ну, вот, где Австралия, там очень много подводных, точнее, лабораторий, очень много туннелей, там вообще прям целая сеть. И, как я понимаю, там как раз-таки то, что сейчас говорят, что нацисты туда переехали, то есть, что это все имеет место быть.
я не скажу, кто там, ну, ученые там, конечно, с промытыми напрочь мозгами, то есть они, я не знаю, там МК Ультра или не МК Ультра используется, но то, что те люди не имеют ни моральных принципов, ни чего-то такого, точнее, у них настолько промытый мозг, что они считают, что то, что они делают, это малое, как сказать, вот малая жертва во имя чего-то большего. И им кажется, что они там спасают мир, хотя на самом деле это не так. То есть все то, что они там делают, это используется потом во зло. Вот, Скажи, то есть они пожалуйста, думают, а что... у тебя вот эти сведения про Антарктиду, про вот эти туннели, все, это из каких источников? Я это все видела на тонком плане, то есть видела. Мгм. Когда Антарктида, получается, еще в прошлом году, 20 числа я говорила, что, ну, в одном из своих роликов на канале, где мы в разговоре с Татьяной, там, я мельком упомянула Антарктиду, я рассказывала, что я увидела тех сущностей, которые находились там в телах. Вот. Это было перед тем, как они ушли, перед повышением вибраций, потому что они бы физически не смогли выдержать эти вибрации. Вот. И как бы тогда я первый раз увидела Антарктиду, вообще, что там происходит. Ну, я как бы очень много слухов про нее ходила, но так как я особо не смотрю, не видео всякие, вообще ничего. То есть я стараюсь в этом плане какую-то, знаете, Целибат держать. информационную тишину. Ну да, соблюдать определенную информационную тишину, потому что когда ты ловишь с тонкого плана какие-то видения, да, что-то такое, тебе нужно иметь чистоту сознания, чтобы воспринимать все, ну, грубо говоря, без всяких искажений со своей стороны. А если ты уже насмотришься вот этих всех видео, все такое, то есть что-то где-то тебя может сбить, потому что ты уже определенную картину какую-то себе там в голове нарисуешь. Ну, я тоже такой человек, что я ко всему относилась критически, пока я своими глазами не увижу, не потрогаю, не пощупаю, то есть я ни во что не верю. Вот. То же самое было, что я не верила, когда там все начали говорить, ой, там рептилоиды, да, отовсюду это понеслось прям. Вот, со всех чайников начали про это говорить. Я думала, ой, чушь какая вообще, там придумали каких-то рептилоидов. Вот, там Дэвид Тайк там про них очень много рассказывал. Я такая думаю, ой, ерунда какая-то. Ни разу не видела, ничего, и как бы так пропускала, типа хихи-ха-ха. Пока сама на тонком плане такую рожу не увидела, и потом поняла, что ни разу это не вымысел. Вот. Ну, то есть я вот такой человек, что я понимаю, что это правда только когда увижу это сама. То есть, ну, в том числе через свои видения, да. То есть Но ты им полностью доверяешь, да? То есть у тебя есть критерии, по которым ты оцениваешь, насколько это все реально, да? ну, я могу сказать так, что я даже своим видениям, да, каким-то не до конца доверяю. То есть я все подвергаю, я как скептик, который все подвергает сомнению. То есть а, я ищу те же самые подтверждения чего-то, что я вижу на тонком плане, также и на физе. То есть просто так я стараюсь словами не разбрасываться. Вот, если только я вижу, что то, что я вижу там, здесь начинает тут же обыгрываться, да, тут же вот как-то воплощаться в реальности, я вижу, что да, действительно, то, что я видела, это реально, это не просто там глюк какой-то, еще что-то. Вот. Ну и также там тоже, если ты смотришь, считываешь информацию, да, с энергополя Земли, то есть степень... Я, в принципе, тоже в своем видео уже рассказывала о том, как проверяешь себя, да, на то, что чисто ты воспринимаешь информацию или нет. То есть или кто-то пытается тебе ее исказить. То есть там разные уровни восприятия энергии идет. То есть когда тебе кто-то пытается какую-то информацию навязать, да, на тонком плане, то ты это чувствуешь как телепатическое воздействие какое-то идет по большей степени. То есть либо картинка, ты видишь как будто фильм. Ну, то есть что, на экране. Кто-то тебе 3D-очки надевает на голову, и ты просто ловишь какие-то там картинки. Вот, как фильм показывают тебе кино перед глазами. А когда видишь сам, то есть ты идет такое же ощущение, как ты видишь, вот я иду, да, смотрю там на дома, на вот
город такую интересную, на людей, то есть я все вижу своими глазами, да, вот физическими. Там то же самое. То есть когда ты смотришь и видишь своими глазами, только уже другого тела, вот, энергетического, скажем так. А когда тебе транслируют картинку, это то же самое, что ты идешь и там садишься перед телевизором с попкорном и смотришь какой-то фильм. Ощущение такое же, то есть нереальности какого-то происходящего. Вот. Как ты считаешь, у тебя на Земле есть определенная миссия, с которой ты пришла? Ну, я не считаю, я знаю это. То есть ты прям однозначно знаешь, что у тебя есть определенная задача здесь. Ну, более того, у меня как было, я вообще орала там с самого детства, что я здесь делаю, почему я здесь, мне здесь делать нечего, как бы опыта никакого я здесь получить не могу, в принципе, да. Вот. Как бы мне здесь неинтересно, мне здесь скучно. Там, наверное, шум, да, сильный? Сейчас уже нет. Когда проезжали, то да. Да. Вообще им здесь делать нечего, тут не проезжая часть, как бы. Угу. Ну да ладно. Вот. На чем я остановилась? Да. По поводу миссии. Мне, да, мне здесь делать было нечего, то есть мне здесь было скучно. Я не понимала, для чего я здесь, почему я здесь. То есть я очень сильно ругалась, можно сказать так. Вот. Это все у меня началось после того, как я в 11-летнем возрасте проснулась. Вот, но это отдельная история. И как бы всю дорогу до 20 лет где-то я кричала, орала, топала ногами, что меня здесь быть не должно, я хочу отсюда уйти, мне здесь не нравится и прочее. Пока у меня не вспыхнуло воспоминание, то есть это мне душа моя, да, вот, грубо говоря, открыла доступ к этому воспоминанию очень яркому, когда я сюда спускалась. То есть когда мне сказали, что, я увидела, что есть какая-то миссия, то есть это не моя миссия, это общая миссия, то есть что-то очень глобальное, что-то очень-очень важное. То есть это было на уровне ощущений, что именно я там должна сделать. Мне на тот момент не сказали, важно было донести, что я здесь не просто так. Вот. И получается, я тогда ощутила вот этот момент, я увидела, как душа одна, тоже другая, она меня упрашивает, то есть она говорит, пожалуйста, ну, пожалуйста, пожалуйста, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, это очень-очень важно, то есть, чтобы ты здесь была. Никто, кроме нас, понимаешь? То есть кто, кроме нас? Ведь кто-то же должен это сделать. И я стояла, я видела, как мои братья, то есть души другие, да, вот, родственные мне, они тоже спускались, то есть они тоже стояли рядом. Я знала, что они спускаются, кто-то раньше, кто-то позже, да. Вот. Но они тоже пошли на эту миссию. И вот тогда, то есть у меня мгновенно в ту же самую секунду, когда я это вспомнила, когда вот это воспоминание у меня всплыло, я успокоилась. То есть у меня такое глобальное спокойствие в душе возникло, что я поняла, что, как вот такое вот воспоминание на уровне какого-то внутреннего ощущения, что да, это так. Это не то, что, ой, да, все, я тогда спокойно. Нет, это вот именно когда вот ты что-то понимаешь, что это ты сам согласился на это. То есть для меня вот этот момент, когда я его вспомнила, что я сама на это согласилась, я сама сюда пришла. То есть да, я не хотела, но это был мой выбор. И то есть я пришла, чтобы сделать что-то очень-очень сильно важное. Вот. Но что Ну, и, в именно принципе, конкретно ты пока не знаешь, да? нет, ну почему? Я знаю, я просто об этом не скажу. Ага, понятно. А ты можешь Вот. рассказать, вот ты затронула тему, что в 11 лет у тебя пробуждение произошло. Можешь Мгм. рассказать, как это все было? Да, могу. Я ехала в автобусе, мне было, примерно 11 лет. Вот, я очень плохо ориентируюсь во времени, потому что время – это земное понятие, и это люди придумали время, и они им тут оперируют. Для меня вообще время – это… Я не ориентируюсь в годах, не ориентируюсь вообще вот в этом во всем. Я могу примерно сказать, сколько мне было лет, да, на тот или иной момент, но
как-то вот сказать, Ну, это что приблизительно, да. да, что люди вот как бывает, прям вплоть до даты там называют Мгм. или что-то такое. Ой, я могу только примерно ориентируясь вот по каким-то таким Но у моментам. меня тоже Ну, примерно так же, да. да, у тебя тоже такое Мгм. же восприятие. Да, да, да. Я и числа не запоминаю, Я вообще вообще не ничего. запоминаю, вообще не запоминаю. Да. И вот в 11 лет примерно у меня был такой момент, я ехала в автобусе, и получается, давай я, наверное, обратно пойду. Я надеюсь, люди там не сильно обидятся, что я одно и то же снимаю, просто там людей поменьше. Вот. Я ехала в автобусе, смотрела в окно, и, ну, обычный день был, ничего вообще не предвещало. Я что-то какие-то мысли были разрозненные, ничего такого там, в принципе. И тут просто произошел такой момент, я как будто вот как, не знаю, не зависла, а вот как немного в такое в полумедитативное какое-то состояние, наверное, вот так вот выразиться, впала на какую-то долю секунды, и бах, происходит такой момент, я как будто откуда-то выныриваю прям, я же, только я осознаю, что это я, да, другое я какое-то. Я выныриваю просто откуда-то из-под толщи воды и такая просто в шоке. Раз, я не понимаю, где я нахожусь, то есть я смотрю через какую-то ерунду, которая вот непонятная, мутная, сквозь нее я смотрю на какие-то безобразные дома. Это, я понимаю, что это дома, но это коробки, вообще просто серые безобразные коробки, ужасные какие-то улицы непонятные, страшное место какое-то безобразное, серое ужасное небо, какие-то непонятные гуманоиды ходят по вот этим вот, по этому всему безобразию, да, как я не знаю, описать свои вот внутренние ощущения, все настолько вот, я не знаю, вот серое, грязное, какое-то страшное, безобразная энергия, безобразное все, то есть отвратительное место. Я понимаю, что мне тут вообще просто, как я тут оказалась, и я вообще вот просто, у меня внутренний вот этот раздрай, и тут же я понимаю, что я сама еду в какой-то железной металлической дребезжащей просто коробке, которая ужасно трясется, издает какие-то нечленораздельные звуки, понимаешь? И, и все это вот, все вот эти эмоции внутренние буквально, ну, 5, 6, 10 секунд максимум длятся. Растерянность полная, и тут же бах, мне вот, как вот, знаешь, как секунда, там даже миллисекунда, наверное, мне как будто вот всю память, которая есть в этом теле, да, была до этого, мне как будто вот загружают просто. И я понимаю, так, ага, меня зовут Надя, мне 11 лет, значит, это окно, то есть это мутная непонятная фигня, это стекло, там гуманоиды — это люди, вот эти безобразные коробки — это дома, я еду, вот эта дребезжащая штука — это автобус, и просто все вот как будто мне загружают в голову. И вот это вот был такой переломный момент в моей жизни. То есть вот А у меня вообще идет, что у тебя было заселение вот как раз вот в это тело. тут скорее, знаешь, не то, что заселение было, тут я на уровне души полностью, как тебе сказать, я полностью соединилась со своим сознанием. То есть до этого у меня не было синхрона, да, вот этого вот с Мгм. сознанием. И да, можно сказать, что я как бы заселилась в него. То есть я впервые полностью взяла свое сознание под свой контроль. По идее, так оно должно быть у всех людей. То есть сознание должно быть полностью подконтрольно. То есть вот, ну, ты должен быть вот именно как в эффекте полного погружения. Но у нас, как правило, у всех людей сознание, оно где-то отдельно, вот так же, как та Надя до 11 лет, что-то там существовало, да, непонятно как, что, зачем, почему, вот. И мне кажется, то есть до определенного возраста, когда я рассказывала еще что-то, да, маме там, у меня еще был вот этот контроль, то есть я еще помнила, а потом этот контроль прервали, ну, разными методами, да, они это делают, вот, А и что при там, помощи а что дыхания и там прочего. мама рассказывала? Что ты рассказывала? Откуда? С какой ты планеты? Как там все происходило?
Нет, я не с планеты, я последние несколько раз здесь же рождалась. Мгм. Вот, другие временные рамки. А, Я вспомнила здесь 3 жизни, Что-то у меня получается, ощущение, что одна. это вообще даже другие цивилизации были, нет? Ну, не совсем. Один раз во Франции. То есть у Мгм. меня даже был такой интересный случай в школе. В принципе, я сейчас расскажу. Вот, один раз во Франции я рождалась, это 400 лет назад. Вот это было как раз в те самые времена, когда тут все древние души вырезали. Неприятный момент. Вот. Ну, я думаю, ты поняла, про что Мгм. Да, имеется в конечно. виду. Вот. Я тоже избежала этой участи. Это было ужасно. Я это помню. Я помню, как меня очень, очень Скрывалась, жестко... да? А? Скрывалась, да? Какие-то погони идут, что-то как-то Нет, я прям не там. скрывалась. Ну да, там было неприятный момент, это было предательство Ну со вот, да, стороны... что-то там прям это. Да, и там было еще помимо меня пострадала другая душа, которая очень-очень мне дорога. Вот. Ну, мне очень приятные воспоминания, если честно. Не хочу о них говорить даже. Вот. А до этого, получается, вот Франция, это было, я даже помню отца своего, то есть я помню, что у него были виноградники, он выращивал очень много винограда, делал вино, то есть у него там погреба, все. Ну, как сказать, не ферма, но что-то типа вот, он был дворянского происхождения, ну, то есть более такой. Вот, у него было целое производство там свое, и он все хотел, чтобы я как бы продолжила его дело, вот, но у меня были другие планы на жизнь, вот. И я сбежала в какой-то момент, я это тоже помню, как бы, ну так, урывками, да, какими-то И прям вот отрывками. маленькая девочка, ты это все маме рассказывала? Нет, маме я рассказывала, как я перед королевой на балу танцевала, вот. Это я ей рассказывала. Ну, было, да, было. То есть, ну, я уже сказала, то есть я принадлежала к дворянскому сословию. Причем мне мама это потом рассказала. То есть, когда я уже все вспомнила, да, вот это, мне мама уже потом рассказала, что а вот ты мне маленькая, там то-то и то-то рассказала, ну, рассказывала. И у меня еще раз пазлик сошелся, что да, значит, я все правильно вспоминаю, потому что, ну, если я вспоминала, что я была дворянского сословия, я потом уехала в большой город, да, там действительно были какие-то светские раунды, мероприятия, то есть, в которых я участвовала, я это вспоминала, и потом мне мама рассказывает, что я в детстве ей рассказывала все то же самое, да, вот, то есть у меня еще раз пазлик сошелся. И в школе, вот, расскажу интересный момент, у нас класс был разделен, то есть там половина класса изучала английский, немецкий, а половина класса изучала английский, французский. И вот я относилась к той половине, которая изучала английский, немецкий. И как-то раз, а французы у нас уже, ну, года 2, наверное, как французский изучали, то есть это уже нормальный, порядочный период времени прошел. И у нас как-то не было урока. Ну, то есть наша учительница по немецкому, она то ли заболела, то ли что с ней случилось, ну, уже не суть. И у нас просто не было урока. И нам сказали, чтобы вы не шатались нигде, сидите вместе с французами. Вот. Ну, с нашим же классом, да, вот, в одной аудитории. Ну, мы сидели, и она там объясняла как раз новую тему им, какую-то по французскому языку. А я сидела, мне заняться было нечем, я тоже это все слушала. Вот, ну, просто представь себе, да, они 2 года изучали, 2 года. Я вообще первый раз услышала там какие-то слова, да, на французском. Вообще первый раз. Какую-то французскую речь, еще что-то. В этой И жизни, тут, да? да, 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 то есть я вообще ни разу ничего, вообще никогда. Ну, там лет-то было 13, наверное, там от силы. И ты представь, она такая уже, ну, объяснила тему, все, и такая спрашивает, кто, говорит, хочет ответить, что там, вопрос какой-то задала, типа, как вот в этом вот сопряжении глаголов, ну, грубо говоря, там, будет вот это, вот это.
Я тяну руку, а она что-то без зазрения, ну, знаешь, без задней мысли такая. Да, говорит, давай. Я встаю и отвечаю. Она такая, молодец, 5. Ты понимаешь? И начинает рыться в журнале, вот, и искать мою фамилию. А я говорю, а меня там нет. Она такая, в смысле? Я говорю, а я не изучаю французский. Она такие глаза на меня выкучила, ты не представляешь просто. Вот. У нее был просто культурный шок, наверное, но она такая, типа, на меня, ну что ты, типа, лезешь-то тогда? Сидите, сидите там, не мешайте мне урок вести. Но то, что она была в шоке, то, что я вообще ответила, это было видно. То есть я А ты в сама тогда школе вообще поразилась. хорошо училась? Тебе легко давались вот уроки, вот эти, которые дисциплины в школе преподают? Ну, знаешь, я тебе могу сказать, да, я хорошо училась в школе, как бы неплохо, скажем так. Не круглая отличница, конечно, ну и не совсем последний человек. То есть я и на олимпиады ездила какие-то, да, вот, от школы выступала и даже как-то участвовала в научной конференции. Вот что у меня пропадает, нет? Нет, пока Вроде нормально, но там уже нормально. желтенько немножко, да. Ну, пока еще... Да? Давай я назад тогда пойду, а то Давай. вдруг что-нибудь связь у нас Мгм. случится. То есть я на научной конференции Ты как-то можешь вообще участвовала. помедленнее идти? Ты так прям, вот прям так Да. торопишься, как будто куда-то опаздываешь. А я привыкла, у меня вот естественный образ ходьбы, то есть я не знаю, как это, как бегу, Как иду, а горная бегу. лань, да? Да, то есть я не привыкла медленно ходить, не знаю Я почему. наоборот очень медленно хожу, с кем бы я ни ходила, я всегда это позади всех. Ой, какая собачка красивая. Скажи мне, Вот. пожалуйста, а в школе у тебя вот не было с предметами, например, с историей, с астрономией Вот, какие-то такие моменты, что ты понимала, что это все не так, как там написано? вот знаешь, у меня были проблемы с физикой. Мгм. Вот честно, я не понимала вообще абсолютно физику, хотя вот в плане метафизики какой-то, да, Да. я могу вообще все объяснить. То есть мне Мгм. даже там некоторые люди, с которыми я общаюсь, они мне говорят, да ты метафизик. То есть ты можешь там объяснить вот на Мгм. уровне эзотерики, да, какой-то мистики, ну вот там так, для людей образно. Я могу объяснить вообще, как работает эта реальность, почему так, почему это, почему вот там пространство, не пространство, там, как эти пространства между собой складываются, да, в одну точку, переходы вот эти вот, допустим, между пространствами, я это тоже все видела, и тоже там объясняю, да, но с физикой в школе я абсолютно не ладила. То есть такое ощущение, мне казалось, что что-то там не так, что-то там в этой физике не так. То есть, ну, не все то золото, что блестит. То есть А с как-то... историей у тебя так было все нормально? То есть у тебя там Нет, никаких... с историей у меня тоже было не очень. Я, во-первых, у меня проблемы были с датами, но это понятно, я уже Мгм. про время Мгм. объяснила. Вот, и тоже у меня были проблемы, то, что я иногда понимала, что что-то там вообще не то. То есть это же логики повествования в Мгм. некоторых местах не сходилось. То есть, ну, не назову историю своим любимым предметом. Хотя вот как раз научную работу, про которую я говорила, я писала именно по истории, точнее про Вторую мировую войну. Вот. А, кстати, у тебя Но, есть мнение по поводу Второй мировой войны? Чья это война, с кем была, на твой ой, взгляд? смотри, я не буду говорить, хорошо, потому что у меня есть мнение, которое я, в принципе, в той научной работе написала, и когда ее прочитал один человек, это преподаватель педагогического университета нашего местного, да, он сказал, что ты большая молодец, ты проделала очень огромную работу, но то, что ты написала, его просто не пропустят. Вот. Ну, самое главное, что ты знаешь, я знаю, да. Вот. Остальное как бы... А это было прям твое исследование? Ты брала архивные какие-то материалы Да, исследовать? я прям в библиотеке пропадала, да. Мгм. Мгм. Ну, Я а ты можешь ездила на... так, ну, несколькими предложениями хотя бы рассказать, чего ты там накопала? Ой, честно, не очень хочу. Ну, хорошо, ладно, я не буду настаивать. Мгм.
Просто и сейчас вот за вот это вот все по поводу Второй мировой войны есть, ну, как сказать, Статья? определенные... Да. Вот, я не хочу. Хоть это и мнение, да, можно так сказать, мое, но я не хочу просто озвучивать это все. Вот. Ну, давайте вот так вот. Маленькая фраза. За что боролись, на то и напоролись. Вот. Мгм. Это все, что я могу озвучить. Как бы. Понятно. А вот с твоей точки зрения, кем был Сталин вообще, вот на твой взгляд? Ой, ну, если честно, его личность я не особо как бы Изучала? изучала, да. Ну, в том плане, что там смотрела на тонком, потому что учебники врут, многое врет. Вот Мгм. это мы как бы в принципе все знаем, да. А, Его личность я не рассматривала на тонком никак, потому что, ну, не знаю, может, интереса у меня не было или Мгм. что-то. На Мгм. данный момент как бы много чего другого есть, как бы, что представляет больше Поинтереснее, да, интерес. для тебя? Да, больше интерес, чем, ну, какие-то исторические личности и прочее. Вот. Но я также подозреваю, что очень многое о нем врут. И я также подозреваю, что он состоял в определенных кругах, да, в определенных, как Структурах? сказать, структурах, да, вот, ложах, которые потом предал. Вот, и из-за этого на него пошел большой-большой вот такой вот гон со всех сторон. Вот. Такое тоже бывает. Но то, что он был связан с мистикой, ну, не с мистикой, а с определенными вот этими вот всеми Оккультными штуками, практиками? да, оккультными практиками, это 100%. То есть он знал про вот это очень-очень много. Мгм. Ну, это мое мнение. Так, Мгм. чтобы это... Я тоже его придерживаюсь. Я, кстати, недавно услышала такую версию, что он вроде бы на самом деле по некоторым предположениям, что он и сейчас жив, а то, что смерть, это была инсценировка, что он был очень высокого уровня посвящения, и просто инсценирована была вот эта смерть, его там типа переход, а на самом деле вот предполагается, у меня, кстати, на это отклик почему-то идет. Ни разу не удивлюсь. То есть он еще жил после смерти, грубо говоря. Но я не скажу, что он живет сейчас. И, кстати, очень многие вот так вот умирали в кавычках тоже. Ну, я думаю, что они просто свою роль играли, да, и так потихонечку там на покой уходили, как Мгм. наверняка, Да. И потом доживали на Гавайях, ну да, типа образно того, выражаясь. в Уругваях или еще где-нибудь. Да. То есть сейчас очень многие играют свои роли вот, ну, в мировой политике. То есть это ну, просто люди, грубо говоря, которым говорят, что делать, они делают. Вот и все. А как ты относишься вот к клонированию? Говорят сейчас, что большинство там каких-то супер таких личностей, которые на виду, что это уже не настоящие, а клоны. Вот твое отношение к Да, этому? не все. Нет, ну я не про всех говорю, но вот Нет, что я говорю не все, но да, да, есть такая так и есть. практика, да? То есть это, да, есть такая практика. Вот. Более того, я даже могу сказать, что есть определенные семьи целые, да, вот, которые не живорожденные. Они полностью там определенная была. Как раз же я это увидела все на Антарктиде, вот, что некоторые семьи, ну, я думаю, многие подумают, догадаются, что это за семьи такие, вот, у них нету такого живорождения, то есть у них какая-то есть технология такая, что душу, да, вот, с одного тела просто в другое перетаскивают. То есть, а вот это вот тело, в которое перетаскивают, это я видела, что это какой-то биозаготовка. То есть вот такое слово шло биозаготовка какая-то. Выращенная, я не знаю, там в пробирке, где она там выращена. И вообще, в принципе, там под Антарктидой, да, я видела некоторые такие прям залы огромные, ну вот в лабораториях вот этих подводных в том числе, целые залы, и там были, как, знаешь, такие инкубаторы, их было очень-очень много, прям огромное количество. Я не смотрела, что там в этих инкубаторах, вот, но там что-то выращивали или кого-то.
Поэтому, да. И также тоже видела даже целые армии. То есть вот как фильмы показывают, да, про каких-то суперсолдат, там, которых выращивают, вот, типа там людей Икс, да, вот это вот все там, что типа их там как-то био там вот это вот модернизирует, это тоже все есть. То есть я видела даже такую, ну, грубо говоря, армию, вот, которая созданная. И они, ну, по сути, биороботы, можно сказать. То есть Ну, а вот у них сейчас, вот, допустим, ты вот живешь в городе, вот ты можешь просканировать, сколько процентов людей, а сколько биороботов? Ну, я тебе могу сказать так, смотри, нету такого понятия, вот как говорят, что прям массово вот все вот прям биороботы. Нет, Мгм. это неправда, это не так. На Мгм. самом деле встретить там биоробота настоящего, да, вот это очень редко. То есть нету такого, что основная масса людей это какие-то биороботы. Я, по крайней мере, так не вижу. Но я могу сказать, что их можно так назвать по той самой причине, что очень многие люди подключены к эгрегорам, то есть эгрегориальные системы, да, а, определенные. И там смысл в том, что когда человек подключается к вот такой вот эгрегориальной системе, к эгрегору, потихоньку, помаленьку, чем глубже он впадает в этот эгрегор, понимаешь, тем больше эгрегор заменяет собой его сознание. То есть люди, которые полностью, можно сказать, оцифрованные, то есть а, сознание которых полностью поглощено эгрегором. И фактически, то есть, ну, сознания там уже нет, и управляет вот таким вот человеком эгрегор. Ну, то есть, ну, это душа та же самая, вот, которая продолжает, да, как-то вот существовать вот таким вот образом. То есть, ну, от самого сознания там мало что остается. Я не знаю, можно назвать таких людей биороботами или нет, но они есть, и это факт. Я когда видео вот выложила про подключки, я там рассказывала, что даже многие люди могут заметить, да, что люди, находящиеся под определенным эгрегором, под одним и тем же, да, у них общие повадки, общие фразы, общее вообще поведение даже вот начинается, то есть они даже некоторые смеются одинаково, хотя абсолютно разные люди, можно подумать. Вот, как-то вот так. А у тебя есть какие-то предположения, ощущения, какое будущее нас ожидает? Сценарии возможные? Светлая. Что, ну, про сценарий я, в принципе, уже рассказывала. Я не знаю, насколько повторяться, да. Но Повторись, вот именно. пожалуйста, потому что я не знаю, что ты рассказывала. Мгм. Ну вот смотри, если мы имеем в виду то, что будет, да, в ближайшее время, то, что я видела, ну, то, что глобалисты продвигают свои планы, это как бы их останется планами, да, пойдет какая-то волна. Но сейчас вот я могу сказать, по моим ощущениям, очень-очень сильно давят. Давят именно темные, да, назовем полностью всю эту систему, всю структуру, да, вот этого всего темные. Идет давление со всех сторон, идет давление и со стороны эгрегоров, идет давление со стороны вот этих подключек тех же самых, вот всяческих ляв там и прочее, идет через телевидение, там через вообще средства массовой информации, очень много вбросов, очень много программирования, да, идет на уровне сознания. И сейчас они упорно продавливают свою версию событий. То есть прям со всех щелей, со всех чайников они упорно давят, чтобы люди в нее поверили, чтобы люди ее приняли. То есть их вот эту новую мировую повестку дня, да. Но как бы у меня есть такое ощущение, им дается это. То есть им, грубо говоря, разрешают делать это до определенного момента. Это как идет вот сейчас, как период распределения, да, определенной жатвы. И в какой-то момент будет слово «стоп», просто «стоп». Как, знаешь, когда вот игра такая есть, вот у меня Играть ассоциация идет. заново. Нет, сейчас объясню. А знаешь, вот когда стул, да, там 2 стула и 3 игрока, и вот они вокруг этих 2 Да, стульев да, бегают, да, поняла. говорят «стоп», да, и все раз сел, а один остался вот что-то типа того, как бы бах, кто успел, тот и сел. Мгм. Как говорится, вот такой вот игрой идет ассоциация. То есть будет слово «стоп». Вот это «стоп» не прозвучало, и им еще дают, не смогут ничего сделать для того, чтобы сесть на стул.
как говорится. Но это не пытаются еще сейчас. Но я чувствовала и сейчас чувствую, что не получится у них. Я вот жду в июле, я говорила, что-то должно разжигаться, начать, какой-то огонь должен вот разжечься, да, именно у людей, именно у народа. То есть, возможно, и массовые пробуждения, какие-то, Пробуждение возможно, мне идет, какие-то что массовое события. пробуждение какое-то Да, должно быть. да. И люди, начнется охота на ведьм. Мне четко шла эта фраза: охота на ведьм, охота на ведьм. Люди будут грести всех под одну гребенку, свой, чужой, всех просто. Будет охота на ведьм. Это когда все плохие, нет никого хорошего. То есть все вот эти вот... И будет идти именно народ против политиков. То есть вот в каком виде? То есть против вот этих всех глобалистов, против всех начнут срываться маски, грубо говоря. И всех будут грести под одну гребенку. Хороших, плохих, всех. И, кстати, очень интересно, потому что вот эта фраза «охота на ведьм» мне шла упорно, да. И эту же фразу «охота на ведьм», и я ее выиграю, я потом прочитала в пабликах. Один очень известный политик сказал ее. Я думаю, может, кто знаком, те догадаются. Вот, в красном галстуке любит ходить. И я такая думаю, ну, очень интересно. Мне этот момент прям вот очень интересным стал. То есть, возможно, это как-то еще с вот этим связано, всем, охота на ведьм. Ну, вот если тебе пришло, что массовое пробуждение, я буду только за, я буду только рада. Но я говорю, я видела, что как огонь начинает именно, вот людей начинает вот поглощать какой-то огонь. Именно огонь внутренний. Что они начинают как вставать против этого всего. Вот, потом в сентябре, ну и, в принципе, видео, кто мое видел, вот, те уже знают, что будет повышение вибраций. Я не могу сказать, в начале этого месяца будет, в конце этого месяца будет. В прошлом году это было 20 сентября, то есть под конец ближе. Здесь, возможно, то же самое. Вообще почему-то светлые силы любят цифру 20. То есть именно в 20-х числах все происходит. Как мне девушка одна сказала, говорит, так это ж легко, говорит, будет Земля 2.0, вот типа все и делают 20 числа. Ну, возможно, так, но как бы суть не меняется. То есть, возможно, 20 сентября также будет. Здесь ничего не могу сказать, точной даты мне не было показано, да, грубо говоря, я не увидела. Кто-то говорил, вот тоже один человек, он подтвердил то, что ему приходило такое же знание, такое же умение, что будет повышение вибрации очередное. Он говорил, что ему пришло, что это будет плавно, то есть с августа по сентябрь подниматься, то есть в течение месяца, грубо говоря, вот так вот. Ничего не могу сказать, но мне вот как пришло. И в это время, то есть когда именно начнется повышение вибраций, начнутся проблемы у людей, которые приняли волшебную субстанцию. Вот. Потому что, ну, мне пришло, что их тела начнут ломаться массово. Вот. И потом это все попытаются скрыть, естественно. Причем самое интересное, тут сегодня, по-моему, натолкнулась на видео, по-моему, девушка, вот, которая, я не знаю, насколько можно, нет, говорить канал, видеоканал. Да, говори, конечно. Ага, по-моему, у Starlife TV, если я не ошибаюсь, видела, что она разбирала то ли это Music Awards, это то ли Муз-ТВ там 2021, что машины разъездились у меня. Вот. И там они что-то такое говорили. Да, они там прям сценарии все показали, как они... Да, и что-то там говорили, что типа до сентября. Вот, что типа после типа будет какой-то индец. И именно вот с вот этим связано. А я еще так поразилась, думаю, ничего себе, то есть мне, ну, подтверждение оттуда, отсюда прилетают, да. Вот, по-моему, там я видела, не буду придумывать, говорить, что да, там, но, по-моему, там. И они это все попытаются замаскировать под какую-то новую волну, под какую-то новую штамп, под какое-то новое вот такое вот течение, да.
скажем так, там, что у них там, бета, гамма, еще что-нибудь придумают, ну, вот в таком вот плане. Но это все будет как бы связано именно с волшебными вот этими вот субстанциями на самом деле. И то, как я это видела, да, люди сначала будут очень сильно бояться, то есть будет паника, большая паника, никто не будет понимать, что происходит, они очень сильно испугаются, им начнут затирать про вот это все, но будет отторжение, вот как будто люди не принимают это все, как отзеркаливают, от них как отлетает эта информация. Они говорят, ну что вы мне мозг пудрите? Ну я же вижу, что это из-за вот этого. Что вы мне рассказываете? Я же вижу, что это происходит именно с теми, вот, кто вот это сделал. И как бы будет отторжение именно вот всяких дельт, бет, гамм и там и прочего. Вот. То есть уже обмануть не получится людей. А многие очень, наверное, еще это будет связано, опять же, с тем, что вибрации пойдут, и многие люди начнут еще больше просыпаться. То есть там вот эти вот вибрации, которые поднимаются сейчас, что в прошлом году, что сейчас, они именно пробуждение идет на клеточном уровне. То есть когда, как сказать, когда вот клетка начинает, сама клетка, да, ДНК, грубо говоря, вибрировать именно на вот этой волне. И под вот этим воздействием идет, как бы, грубо говоря, пробуждение на каком-то уровне ДНК, на уровне клетки. И уже сам человек, все тело начинает вибрировать. И вот с этим же связано то, что как бы тела будут ломаться у некоторых. То есть клетки просто не смогут вибрировать на этой волне. Вот. А ты смерти боишься? Нет? Ты знаешь, что ты бессмертная? Да, конечно. Я помню очень много, я помню даже другие плотности. Я помню, где я была до того, как я здесь училась. Я гуляла по мирам, то есть я в основном 8-я, 7-я, и я там рождалась. По разным мирам просто путешествовала, мне было интересно. То там, то здесь, как лягушка-путешественница. Вот. Я тебе очень благодарна за то, что ты нашла возможность, и мы смогли записать такой прекрасный с тобой эфир. Угу. Там время уже, да, у нас? Ну, если у тебя есть еще желание что-то рассказать, ну да, где-то уже мы около часа с тобой общаемся. Да? Угу. Время проходит незаметно. Да, время проходит очень незаметно. Да, я уже тут сколько гуляю, вот мне уже пришло сообщение, ты долго? Тогда, наверное, надо закругляться потихоньку. Ну, можем еще поговорить, в принципе, пока я иду до дома. Угу. Вот. Я, знаешь, что хотела узнать по мироустройству? Угу. Ты можешь рассказать свою картину мира, как, по-твоему, устроен наш мир? Именно это мироздание или вообще в принципе? Ну вот ты конкретно, ты на планете живешь? На чем ты живешь? Ты в соте, на плоской земле, на шаре, который там вращается в солнечной На данный момент я живу вот в этой самой параллели этого мироздания. Но у этого мироздания на самом деле очень много параллелей. То есть не одна вот эта вот, ну, назовем в кавычках, планета Земля, да? Это можно сказать, Здесь... что это и игровое пространство какое-то, вот это вот некая плоскость такая игровая, где вот это все происходит? Ну, я бы не сказала, что это игровое какое-то пространство, да, вот. Мгм. Это все-таки физическое пространство, оно существует. Я бы не Нет, сказала, но что оно это цифровое. супер какое-то пространство, допустим, 51D, к примеру, где запахи, где плотность, где, ну, Да. Ну, это опять же, смотри, то есть вообще у нас все, да, вокруг состоит из первочастицы, то есть, да, грубо говоря, я называю частицей Творца. да. По сути, у нас создатель, я не знаю, там, насколько люди, ну, сейчас очень много об этом говорят, да, что создатель — это такая большая душа, которая в свое время тоже доросла до такого уровня и образовала Вселенную, вот, грубо говоря. То есть Вселенная — это все он. То есть Мгм. мы существуем, есть очень много плотностей, очень много миров, да, А и ты это все он. ты он, И, ты. да.
Ну И ты, все. он. Да, да, да. Вот у меня именно что, вот все, что я вижу вокруг, это и есть он. Ты — это он, Вот этот я. забор, это Да, тоже он. да, 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 Вот этот вот детский сад, это он. Вот да. этот асфальт, вот эти цветочки, Все дома, вокруг. все он. Да, да. Да, то есть, по сути, у нас какое вот устройство? То есть есть его плоть, есть его дух, грубо говоря, да, вот так вот Мгм. поделим. То есть его плоть — это вот именно материя, энергия материи, да. Энергия материи — это вот та самая первая частица, назовем ее так. Из нее тут она как конструктор, причем конструктор вообще универсальный, то есть можно создать из нее любые атомы, любые вообще вот пространства, любое вообще вот все что угодно. Это как универсальный, вот еще раз говорю, конструктор. Из него может любой скульптор слепить все что угодно вообще, на что его фантазии хватит, понимаешь? И есть у него закон, да, закон собственного творения, грубо говоря, который он создал, что вот эта материя, да, первая частица, она подчиняется энергии духа. То есть его частицы, а мы все его частицы, да, все души, они могут влиять на вот эту вот первоматерию, то есть на вот эти вот частицы. И по сути, когда люди говорят там, мы сами творцы своей реальности, все такие, да ну как, да мы не можем, да что, можем, потому что это все заложено именно Создателем, да, заложено нашей Вселенной, что вот эта вот реальность, то есть вот эта материя, из которой все-все-все состоит, Это наше она творение. подчиняется напрямую, да, она напрямую подчиняется именно энергии духа, то есть нам. Я там душа, да, у меня есть определенная мыслеформа, которую я запускаю в это пространство. А вот это пространство вокруг меня, да, вот оно все. Это все первочастицы, маленькие-маленькие частицы, меньше атома, я не знаю, которые находятся в постоянном движении, хаотичном. Даже вот этот забор, он находится в постоянном движении, то есть на уровне вот этой первой частицы. То есть оно не как сказать, не статично, да, это тот, кто начинает видеть вообще энергии сами, особенно вот энергию вот этой первочастицы, то есть вот этот изначальный хаос, можно сказать, или как, да, из которого все создается. Даже в физике есть объяснение вот этому, ну, как бы, по вот этой вот, что любой хаос, то есть он стремится, К покою. нет, наоборот, любой порядок стремится обратно к хаосу. То есть Ну да, и да, в то да, же да. время, Мгм. да, к порядку. То есть это как вот такой вот цикл, да, определенный. И тут то же самое. И упорядочиваем как раз вот этот хаос, вот эти частицы, да, мы. То есть не кто-то там, не какой-то волшебный компьютер, не какой-то там волшебный бог на небе или еще что-то. Мы именно вот этот весь хаос приводим в движение, и мы же приводим его в порядок. То есть тот, который нам нужен. Например, это когда ты меняешь погоду. Это вполне реально, мне кажется, да ты что, да как можно менять погоду? Да можно, ребята. Легко и просто, если ты умеешь руководить этим. Если ты умеешь вот этой вот, если ты понимаешь, что ты творец, что ты можешь на уровне души перестраивать вот это все, ты можешь, да, пожалуйста. А плотности, которые выше идут, допустим, нашей, да, вот сейчас это уже 4, то есть плотности, начиная с 5, там 6, да, и выше, там уже ты просто можешь персик просто из воздуха сделать. То есть там, Материализовывать. да, 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 это зависит еще от плотности самой вот этой На мой материи. взгляд, То есть материализовывать уже здесь можно, в этом пространстве. можно, но это немного Трудновато. сложно. Да. Да, сложно, Затратно, сложно в каком затратно. плане? Понимаешь, мы привыкли с самого детства, то есть нас приучили, что мы не можем персик вот так вот из руки, да, Мгм. сделать раз персик из пространства. Поэтому мы на уровне, грубо говоря, своих убеждений, головного мозга, мы уже заблокировали эту возможность. Все. Даже душа там какого-то очень высокого порядка, да, которая там миры целые создает, ну, в обычном состоянии в своем, да, в развоплощенном, она уже целое мироздание может сама создавать. Здесь она, ну, не сможет сделать персик, потому что у нее стоит внутренняя вот эта блокировка, которую она сама себе создала, грубо говоря. И я как бы у меня было понимание, что я могу и руку сквозь стену, да, вот пропихнуть, и там очень много, и ходить по воде тоже могу. Но
это все у меня стоит блоки на уровне того, что я понимаю, что вот я не смогу сейчас это сделать, и все, потому что меня приучили, что это невозможно, грубо говоря. Ну, на уровне души, то есть такое понимание есть. Опять же, были такие моменты в практике, когда я уплотняла воду, да, ну, то есть меняла структуру воды. Ой, сейчас меня тапками там, наверное, в комментариях закидают, вообще я не знаю. Вот. Но я изменяла структуру воды, и вода становилась твердой, как стол, то есть я могла положить на нее руку. Вот. И у меня рука лежала вот так же, вот, как на столе, на воде. Но когда я вставала и на ту же самую поверхность пыталась поставить ногу, я чувствовала сначала твердость, и потом у меня бах, моментально вот концентрация, понимаешь, слетает, потому что я понимаю, что это невозможно, да, то есть у меня вот это вот возникает в голове, вот этот блок срабатывает, и все, и у меня нога тут же проваливается, ты понимаешь? Я правильно поняла, Это что на это уровне. не лед был? Это была просто твердая вода. Да, это просто вода в ванне была, в ванной. То есть нет, это не лед, конечно же. Угу. Ну, ты просто меняешь физические свойства. Это можно делать, да. То есть вода вообще, она очень хороший такой Материал. универсальный, да, универсальный, я бы даже сказала, не то что материал, а вообще помощник, потому что она очень хорошо очищает энергетику, да, то есть она может всякую грязь энергетическую смывать, и она очень хорошо как проводник энергии, да, работает. Вот, я рассказывала, опять же, в своем видео, где про подключки, там, и здесь тоже расскажу, как можно вот от энергетической грязи, да, очень хорошо чиститься, как бы, я думаю, многим может понравиться, если они попробуют, они почувствуют результат. То есть ты берешь, грубо говоря, берешь мочалку, там мыло, да, то есть каждый это может сделать, ну, чуть ли не ежедневно, да, вот ты пошел мыться и все сделал. Берешь мочалку, мыло, представляешь, как ты намыливаешь не только себя, но и вот эту энергетическую грязь всю, да, грубо говоря, и потом все смываешь в воду, прям берешь с душика, себя поливаешь, закрываешь глазки и представляешь, как вместе с вот этой грязью, с вот этой пеной все с тебя еще и стекает все вот это энергетическое, как бы, вот эта грязь, вся вот эта вот энергия, да, темная и все прочее. И если все сделать правильно, ну, то есть уровень намерения человека будет, как бы, как сказать, вот в любом намерении, когда ты что-то делаешь, главное это верить, что у тебя это получается на 100%. Потому что если ты не веришь сам себе, у тебя это не получится. Это вот то же самое, то, что я говорила с тем, что как только я ногу ставила, да, она чуть-чуть держалась и тут же проваливалась. То есть как только я вот усомнилась в том, что я могу это сделать, у меня все, у меня ничего не получается. Тут то же самое. То есть главное понимать, что это сработает на 100%, потому что любое намерение, оно так и работает. То же самое с погодой, там, когда меняешь погоду, допустим, запускаешь намерение, если ты думаешь, ничего не получится, то ничего и не получится. Вот. То есть все в нашей голове, вот в этом плане. То есть как Творец реализует вот эту вот реальность, как он ее творит, он должен не сомневаться ни на секунду, что его реальность, его намерение сработает. Вот. Тогда оно будет держаться плотно в пространстве. Это как вот намерение вообще в принципе работает, да? Мы создаем, вот представь, да, себе, вот этот компьютер, компьютер говорю, все заговариваюсь, универсальный конструктор, вот это, да, вот эти частицы, и мы создаем мыслеформу, да, мыслеформу мы создаем как макет. Вот представь там, я не знаю, как сказать, как какую-то схему определенную, да, создаем из намерения. И вот эту схему мы запускаем в пространство. И потом на эту схему начинают вот эти вот частицы накладываться, то есть перестраиваться, подстраиваться под эту схему. То есть по этой схеме они начинают выстраиваться в определенном порядок, да? Понимаешь? Да, конечно. Я понятно объясняю, да? Да. Вот, да. И вот ты должен, для того, чтобы эта схема не разрушилась, в чем смысл? Когда мы не верим, схема разрушается тут же.
То есть нам нужно ее поддерживать на уровне Поддерживать своей сознания. энергией, своей верой. Да, да, на уровне сознания. Даже есть такая фраза очень замечательная, не я ее сказала: «По вере вашей да будет вам». И это имелось в виду, ребята, не то, что вы должны верить в какую-то там, я не знаю, в какую-то там сущность на небе, понимаете? Это и бить головой об пол. Это имелось в виду то, что то, во что вы верите, то у вас и реализуется, в принципе. Вот и все. Да, у меня очень много примеров, когда все это срабатывает, но на самом деле вот мельчайший страх, он все разрушает. Да, 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 я полностью согласна. У меня тоже очень много примеров, но я не скажу, что я хочу их озвучивать, да, вот так вот на широкую публику, какие-то глобальные примеры. Ну, могу что-то из мелочи, вот, рассказать. Я смотрела видео, не так давно это было, смотрела видео там, как там ребята какие-то танцуют, и увидела там светящиеся кроссовки, знаешь, такие, которые там переливаются разными цветами, вот, очень красивые, и я прям загорелась. Хочу. Какие кроссовки, как классно. Да, хочу себе такие же, прям вообще. Но я понимала, ну мне-то они зачем? Ну, как бы я взрослый человек, да. Но у меня было не то, что я себе их Я бы и хочу. себе бы Я, такие наверное, бы больше хотела, вообще чё хотела вот такого-то? такие кроссовки, знаешь, да. Вот, просто поиграться. Ну и что ты думаешь? Получается, я начинаю... Это, наверное, проходит неделя, я уже где-то забываю про это. Ну, это намерение вот я какое-то запустила, да, определенное. Хочу и все-таки не смотрела вообще, не искала в интернете, ничего не делала, просто вот подумала и забыла, грубо говоря. И тут мне надо было покупать кроссовки, только не себе. И, значит, мне присылают, ну, присылают ссылку, Спортмастер, вот, я захожу туда, и мне показывают кроссовки там с очень большой скидкой, прям вообще обалденные скетчерсы с очень большой скидкой. Я такая думаю, о, блин, обалденно просто, еще и фирма как бы, ну, такая, да, хорошая. Я такая думаю, ладно, вот я их возьму, прям и размер один единственный, вообще одни единственные кроссовки в городе, именно того размера, которого мне надо. Я такая, все, беру, это, заказываю их, все. И ты представляешь, после того уже, как я их заказала, все сделала, я смотрю, ну, начинаю лазить в описание, там что-то это, и до меня доходит. Ты представляешь, это не просто обычные там черные кроссовки, это именно светящиеся, у которых там хреново туча режимов подсветки, понимаешь, всяких разных, и они светятся не только подошва, но еще и сами кроссовки там тоже. Я была в полном шоке. То есть я уже вообще забыла, и вот так вот это все обыгралось. Ну, появились такие 50% скидки, ты представь. Ну, то есть, ну, Ну, из разряда вот потрясающий таких вот пример, на мой несовпадений. взгляд, просто Да, потрясающий. да. То, как работает намерение. То есть ты не пошел, не искал их там специально, нигде не заказывал, но вот оно само к тебе пришло вот таким вот образом. Как бы и, может быть, для кого-то будет каким-то стимулом, да, для того, чтобы понять, что, блин, все это работает, Проявлять свою ребята, творящую очень-очень природу. хорошо работает. Да, зависит именно от того, что, как вы это намерение закидываете и кто является хозяином вашей реальности. Это очень важно на самом деле. Если вы считаете, что хозяином вашей реальности является кто-то там, и кто-то там за вас решает, какие кроссовки у вас в жизни будут появляться, то скетчерсов вам не видать светящихся. Вот. Тут тоже очень важный момент, но я про это тоже буду рассказывать уже, наверное, Давай еще разочек с тобой повстречаемся. да, я тоже не против. Вот. Ну, если, конечно, ребята поддержат, да, то им это будет интересно. Да, уверена, что будет интересно. Ну что, дорогая, я тебе очень благодарна за все. Хорошего Мгм. тебе вечера. Спасибо. Ладно, давай, давай завершать, да. Мгм. Я уже это дошла почти. Ну все. Все, Всего ладно, доброго. давай, ага. Мгм. До Пока-пока. встречи. Пока-пока. Ага.